Более 20 лет я работаю с людьми в близком контакте и часто слышу утверждение, что женской дружбы не бывает, что невозможно построить женский бизнес, основанный на дружбе, и что невозможны теплые близкие отношения и бизнес в одном, особенно когда ты во второй половине жизни. Когда я познакомилась с Татьяной и Аней, я была приятно удивлена, но это не первый кейс, который мне встречается в жизни. И мне очень хочется показать вам, что это возможно, это бывает, а самое главное, на чем основаны эти отношения, и что у каждых отношений есть фундамент. Очень часто говорят, что женской дружбы не бывает, и про что для вас женская дружба, и существует ли она между вами, или это лишь партнерские отношения? Как давно вы знакомы и в каком формате состояло ваше отношение до Египта? Слушайте, ну вот эта вот женская, мужская дружба, меня это вообще просто триггерит. Мой муж, например, говорит, что женская дружба – это что-то между бюро новостей и группа психологической поддержки. Я вот с этим не согласна. Но вообще, на мой взгляд, взаимоотношения что у мужчин с мужчинами, что у женщин с женщинами строятся, наверное, на одинаковой какой-то базе. Просто у нас формат общения разный. Если для женщин это посидеть за бокальчиком вина или чашечкой кофе и обсудить какие-то личные проблемы на работе, пожаловаться, да, как служба психологической поддержки, то у мужчин, может быть, это сходить вместе на рыбалку, выпить пиво. И то же самое там обсудить, в принципе, возможно, поделиться своими проблемами. Возможно, да, они так глубоко это не обсуждают, как женщины, но тем не менее просто... Мы разные в формате своего общения, но суть одна и та же. Но мы хотим думать, что мы дружим. Да, мы хотим думать, что мы дружим. Не знаю, как Вселенная, да, как Вселенная это оценивает, но познакомились мы на работе. И произошло это 17 лет назад. И все это происходило в таком большом, красивом московском офисе, в большой международной компании. Я думаю, люди, которые работали в офисах, знают, что такое работа в офисе. То есть это куча разных токсичных коллег, это гонка по вертикальной вот этой карьерной лестнице, это какие-то борьба за какие-то плюшки, которые можно получить, а там кто-то получает, кто-то нет. Поэтому вот в таком офисе, когда ты находишь или чувствуешь, или видишь близкого по духу человека, это очень ценно, да ведь? Это, во-первых, да, но, наверное, да, не с дружбы начиналось, надо такую маленькую ремарку внести. Татьяна была уже достаточно большим начальником в тот момент, когда я пришла в этом офисе, а я пришла достаточно рядовым сотрудником, поэтому это априори не могло начаться сразу же с дружбы. То есть это вначале были чисто деловые отношения. Да, но и в деловых отношениях, когда ты, проскакивает какая-то искра, вот возвращаясь к сути дружбы, вот мое мнение, что дружба чуть-чуть сродни любви. Только без секса. Потому что вот как любовь, когда ты видишь человека, он заходит, и ты понимаешь, что между вами произошла какая-то химия, так и когда появляется в твоем окружении человек, которому ты сразу чувствуешь какое-то тепло и чувствуешь его в ответ, что вот мне тоже кажется, какая-то химия, и дружба это как бы похоже на любовь. Да, это как волна. Всегда с кем ты знакомишься, независимо это мужчина или женщина, с первых же, наверное, минут, даже а не первых часов, ты понимаешь, что твой человек, он тебе симпатичен, располагает или нет. Это не зависит, наверное, ни от возраста, ни от социального статуса, да, ни от внешних данных. Ни от должности, ни от чего. Как же вам пришла идея заняться таким сложным бизнесом, как недвижимость? Как это было, Ань, ты помнишь? На первый взгляд кажется, что спонтанно это случилось. Я помню этот день хорошо, мы встретились на пляже, и это возникло чисто вот, а не заняться ли нам. Но если копнуть глубже, это, конечно, было не такое спонтанное, необдуманное решение, потому что почва уже была достаточно удобрена, большой жизненный опыт. Ну, если чуть подробнее рассказать, просто Аня же очень давно здесь живет. И работала в другой индустрии, и не работала какое-то время, а просто наблюдала за жизнью здесь. И у нее возникло такое интуитивное, да, ощущение, что нужно этим заняться. И я имею в виду вот риэлторский бизнес. Здесь сочетание того, что более-менее понятен этот город, этот рынок жизни в этой стране, и плюс большой жизненный опыт, особенно у Татьяны, безусловно, потому что последние года я жила уже в Хургаде, она все-таки работала в крупной корпорации. Вот такой вот опыт ведения крупного бизнеса, созданием специфики местной ситуации, мне кажется, идеальный микс.
нельзя было этим не воспользоваться, не попытаться здесь организовать что-то новое. Да, я согласна. То есть вот если возвращаться к женской дружбе, вообще ко всему женскому, женщины очень много делают интуитивно, да, в отличие от мужчин. Мужчины более логичные и более объективны. Мы более субъективны, но мы лучше чувствуем. Это как бы первый момент. А второе, вот Аня упомянула там про мой какой большой опыт работы, но я тоже могу сказать, что Аня удивительный продажник и удивительно успешна в общении с людьми, с клиентами, в понимании их нужд, в понимании каких-то, вот, я не знаю, наверное, тоже интуитивно, каких-то их потребностей, где что-то нужно сказать, где не нужно, где можно, где нельзя. Мне кажется, просто у нас вот эта наша 17-летняя дружба дала нам понимание, какие сильные качества есть у меня и какие сильные качества есть у нее. А главное, ну, я скажу за себя, но думаю, что Аня это подтвердит, мы очень уважаем вот эти вот отдельные области, отдельные качества, в которых мы сильны. И мы делаем все для того, чтобы собрать их вместе и чтобы был хороший результат. Без всякой ревности и зависти, о чем обычно все считают, что женщины не могут друг другу не завидовать, не ревновать там, и так далее. Абсолютно. Абсолютно это не никакой так, да. даже грамма, никакой ни зависти, ни ревности у нас нет. Если у нас есть трудный клиент, и я точно понимаю, что я могу в каком-то моменте передавить или не додавить, но скорее передавить в силу своего характера, то я знаю, что лучше оставить его Ане. Потому что она сделает так, что клиент останется доволен. Я вот Танькой восхищаюсь вот всю жизнь, сколько я знаю. А я Она Анькой одевается. восхищаюсь всю И вот жизнь. эти бусики, я вообще это не умею, мне не надо. Я вот восхищаюсь и никогда не пытаюсь ни копировать ее, ни следовать, Да. потому что я счастлива в тапках и вот в такой майке. Ну вот. Знаешь, а я что-нибудь И так во говорю всем. клиенту, напиши ему это, она говорит, нет, она не пишет, это делает по-своему, и клиент все равно возвращается. Я больше сказала, пиши, эти сволочи, они уже просто Она вообще иногда- эти они- гады. Скажи им так, Скажи им мы так, там деньги там у меня не такой вернем. характер, Работать лучше мне с не ними. надо этих А денег. я им звоню, говорю, все нормально, мы с вами Нормально, всё работаем, нормально. прекрасно, у вас все хорошо. Как вы сами смогли убедиться, женская дружба бывает и женский бизнес бывает тоже. Но в этих отношениях самое главное – видеть сильные стороны друг друга, принимать их и давать возможность проявляться. Также одним из фундаментальных правил взрослых отношений является умение разговаривать и передоговариваться, если что-то идет не так. Потому что зачастую мы молчим и терпим, когда нам что-то не нравится, и ждем, когда же конфликт выйдет наружу. И это рушит большое количество отношений. Еще одним из важных особенностей зрелой взрослой дружбы и взрослых отношений являются общие ценности, которые вы видите у Татьяны и у Ани. Это забота о людях, это честность и репутация. Для них главное, чтобы клиенту, с которым они работают, было комфортно, было безопасно, и чтобы он получил именно то, что он хочет. И это дает возможность привлекать большое количество клиентов, которые рассказывают другим о том, насколько они профессиональны. Говорит о том, что все, что происходит, будет делаться пополам. И что, да, никто ни на кого не будет наезжать, ты там меньше работал, я Да. больше работал, ты сидел дома. Да, Что даже- как при коммунизме, от каждого по возможности. Мы договорились, ты можешь, делаешь, не можешь, сидишь дома, делаю я, и никогда не скажу, ты сидела дома, ты не участвовала. То есть вот это мы договорились на берегу. Каждый понимает, что каждый доверяет, что другой делает в силу своих возможностей. Да, и как бы это ни И не было. контролирует друг Да, друга. и если в какой-то период времени кто-то долгое время не делает, все равно это считается, что это равно все это происходит считается пополам. общее, да. Да, потому что я вот чувствую, что И то есть силу- мы не считаем, что там вот Таня сейчас уезжает в отпуск. Да. Мы не будем считать, так ее не было ровно 3 недели. Да, Значит, ровно 3 3 недели, потом не буду я работать. Мы сразу договорились так, Что вот уезжаешь, этого не сколько тебе будет. надо, я сколько тебе. Просто ей совесть не позволит уехать там на 6 месяцев и не работать. Ну, Да. чисто вот, я знаю, что она так не сделает. Ну вот и все. Много доверия в наших отношениях. Да, она абсолютно Но в вот эти доверии. ключевые вот по деньгам и по всему, Да, по главное- вовлеченности мы сразу обсудили. Вот именно самые ключевые моменты – деньги и вовлеченность в работу. И да. кто сколько работает, то есть измерение вот этого количества работы, вложенного в бизнес. Это всегда пополам, даже если кто-то что-то может делать или в силу чего-то не может.
Ну, другое дело, что, конечно, мы оставляем, если случится что-то, ну, непредсказуемое, мы даже не можем придумать. Ну, вот как ты сказала, я уеду на 6 месяцев, например. Ну, вдруг что-то случится, что я не знаю, зачем мне уезжать на 6 месяцев. Такой, ну, мало ли, да. Да, но тогда мы, безусловно, это передоговорим. И если мой вклад будет, например, там, издалека там, 10% работы, ну, значит, и вознаграждение будет 10%. Не, ну опять же мы договаривались так, если ты уезжаешь, но ты издалека, что она издалека делает столько, Конечно, сколько может, да. ну, Вот что если она может. Вообще не обсуждается, там, кто тут больше бегал. Другое дело, если она уезжает на 6 месяцев, говорит, ты знаешь, я эти 6 месяцев буду работать там в корпорации, и вот этим заниматься вообще не буду. Просто, Да, ну, да. тогда понятно. Да, тогда да. Если она в меру своих сил будет это делать там издалека. И знаешь, мы, конечно, понимаем, мы не маленькие девочки, большие уже девочки, и много книжек читали, и в бизнесе работали. Мы понимаем, что вот это вот, да и вообще в мире сколько примеров, что когда люди начинают бизнес, друзья, да, они потом ругаются, этот бизнес делят там, и так далее. И мы обе понимаем, что такое тоже может случиться теоретически. Нам кажется, или мы уверены на 99%, что это теоретически может произойти. Ну, мы бы очень хотели этого избежать, и я думаю, я уверена, что у нас хватит ума и мудрости сесть и это обсудить. Если кто-то из нас почувствует, что что-то начинает происходить не так, сесть, это обсудить и в худшем случае просто мирно разойтись и продолжать встречаться на пляже. А у нас еще есть психологическая поддержка, Сергей, Да, который, если что, как... Да, у нас есть человек, который может нам помочь преодолеть. Четко расставляет все на свои места, просто смотрит со стороны, и причем очень объективно, несмотря на то, что Татьяна его там супруга, Да, то есть у нас все равно очень объективно. человек, который может нас рассудить. Ну, риэлторский рынок в целом и Хургада в частности славится не очень такой чистотой и прозрачностью, к сожалению. Репутация этого рынка, мягко говоря, подмоченная. И вступая, конечно, в эту сферу, делая шаг в этой работе, мы это понимали прекрасно. Сказать, если по-честному, боялись, не боялись ли, задумывались ли об этом, сразу скажу, наверное, нет, не боялись, не задумывались, потому что для нас было сразу понятно, что мы ни в какие темные игры играть не будем, то есть это даже не обсуждалось. Это было с самого начала по умолчанию понятно, что наш бизнес будет максимально честный, прозрачный. В этом плане мы не входили в конфликт сами с собой, поэтому, наверное, это основное. И второй момент, когда ты 17 или там 20 лет работаешь в большом бизнесе, где всегда клиент в центре всего, мы работали в бизнесе близком к медицине, поэтому пациент был в центре всего. Также сейчас для нас клиент в центре всего. То есть самое главное это то, что хотят наши клиенты получить, они обязательно здесь получат. Максимально прозрачно, максимально открыто, максимально честно. Деньги тоже важны, но когда ты имеешь такой опыт работы в бизнесе, абсолютно четко я понимаю, и мы понимаем, и мы в этом убеждены, что если у нас будут клиенты, то они нам принесут эти деньги. Если к нам будут идти клиенты, то они принесут нам нашу прибыль. Поэтому самое главное – это клиенты. Ну и в медицине, например, бизнес, чтобы про него не говорили, что медицинский бизнес сейчас сильно тоже коммерциализирован, да. Это безусловно так, но все равно основной там постулат, какой был с институтских времен, не навреди и так далее, что в основе все равно всегда там пациент – это основа его интересы, его интересы, по-любому, в любом даже коммерческом медицинском учреждении. Но, наверное, вот это понимание мы перенесли сейчас и на наш бизнес по недвижимости. Для нас все равно клиент первоочередная, это такая фигура. Чтобы ему было хорошо, он был удовлетворен, он был позитивно настроен к нам, он давал хорошую рекламу конкретно нас двоих и нашего бизнеса. Да. То есть честность, прозрачность – это важнее, чем какая-то немножко недополученная прибыль. Да, и даже вот наши комиссии сейчас, они меньше, чем в среднем по рынку, потому что сначала мы должны заработать нашу клиентскую базу, сначала мы должны запустить сарафанное радио, которое приведет к нам новых клиентов. Ну да, для создания репутации мы пошли на это осознанно. На самом деле наша комиссия не то, что ниже средней, она, я думаю, на сегодняшний день минимальная по городу, что нас нисколько не расстраивает, не огорчает.
Это даже, я не знаю, насколько временное явление или не временное, вполне возможно, мы оставим эту политику в дальнейшем, это будет все складываться по ситуации, но сейчас, да, самое главное, это наработать репутацию, которая, как показывает наша практика, вот эти последние полгода, мы на правильном пути. Мы на правильном пути. Люди к нам возвращаются и присылают своих друзей, знакомых, и это ужасно приятно. И ни одного не было еще пока не то что негативного комментария, даже какой-то такой вот задоринки небольшой. То есть все проходит очень гладко и все довольны. Ну, вопрос такой сложный для нас. То есть и, наверное, здесь надо, чтобы каждый от себя как-то ответил. То есть у меня вот, например, лично нет потребности строить какие-то новые отношения. Глубокие новые отношения. Безусловно, когда ты работаешь в сфере, где есть клиенты, отношения завязываются. И тут можно вспомнить вот наше предыдущее, вот то, что мы сказали несколько минут назад, что клиент превыше всего, и мы строим с ним настоящие деловые партнерские отношения. У меня нет потребности строить какие-то глубокие личные отношения, потому что, ну, действительно, уже вторая половина жизни, и действительно уже есть несколько друзей, которые останутся со мной, наверное, уже навсегда. Вот. И много хороших знакомых, приятелей, отношения с которыми у меня завязываются очень быстро и легко. По поводу отношений с первой половины жизни, на самом деле вот у меня случилось так, многие такие крепкие связи, как казалось, они как-то со временем стали не такими крепкими, немножко рассосались, наверное, меняется жизнь, меняются приоритеты, ну и то, что я уехала в другую страну, тоже какое-то Конечно, это тоже влияет, потому что когда ты долго не видишься, то... Это прошло как-то мягко, безболезненно, у меня нету какой-то грусти, у меня очень приятные воспоминания о тех людях, с которыми мы провели первую половину жизни и с кем-то до сих пор общаемся. По поводу новых отношений, вот такой цели, как у Татьяны, прям вот с кем-то подружиться, найти новых друзей, я перед собой тоже не ставила, но не знаю, это автоматически получается как-то вот по жизни появляются какие-то новые приятельские, дружеские отношения. Поэтому я здесь не согласна, что во второй половине жизни с этим какие-то могут быть сложности. Я вижу очень много примеров в Хургаде, потому что в этом городе много зимовщиков, пенсионеров, которые приехали сюда не просто во второй половине жизни, а в достаточно преклонном возрасте. И как легко они заводят новые связи, дружат, образуются какие-то компании. То есть люди в 70-80 лет находят новых друзей, и у них вот как новые интересы, новая жизнь. Поэтому я не согласна. Помнишь наших недавних клиентов, я забыла, как их зовут, женщину из Греции и мужчину из Беларуси, по-моему. Они стали парой здесь, приехав сюда жить на пенсии, они познакомились на пляже, и они сейчас такая совершенно милая, такая гармоничная пара, которой мы восхищались. Очень приятно смотреть, да. Приехали жить сюда, ну вот на пенсию получается. Так что все возможно и в первой, и во второй половине жизни. Для меня даже скорее странны вот эти вот вопросы, возможно ли там любовь в старости, возможно ли дружба в старости. Но по поводу любви не знаю, как-то вот это такое очень индивидуальное, наверное, это все мы разные. По поводу дружбы у меня вообще нет никаких сомнений, что возможно в любом возрасте. Нет возрастных рамок. Да. Ставишь ты перед собой такую цель или не ставишь, все равно люди в своей жизни появляются. И если вот, возвращаясь к началу, возникает какая-то химия, то возникает либо любовь, либо дружба. Еще одним из важных правил женской дружбы во взрослом возрасте является не мешать мух и котлет. У каждой из них своя жизнь, свои интересы, свои вкусы. И они, не пытаясь повторить друг друга, являются каждая той целостной личностью, которая может существовать без другой, но вместе, дополняя друг друга, они создают шедевральный бизнес, шедевральную дружбу, которая несет большие плюсы и ценности в этот мир. Если вы хотите строить взрослые отношения, в которых вам будет безопасно, всегда начинайте с себя. Смотрите, насколько вы доверяете другому человеку, но насколько вы умеете ставить границы и умеете ли вы разговаривать и передоговариваться, если вам что-то не нравится. Потому что нет точных утверждений, бывает или не бывает женская дружба. Все зависит от каждого человека и его желания строить доверительные, близкие отношения. И всегда разрушение этих отношений зависит от двух людей, потому что одного виноватого не бывает точно.
Дорогие подписчики, конечно же, оставляйте комментарии под этим видео и свое мнение, верите ли вы в женскую дружбу и на чем основана ваша дружба, если есть. А мы с удовольствием продолжим эту тему с Викой. Мне очень интересно ее мнение на эту тему, и мы с удовольствием с ней подискутируем и обсудим.